Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и это канал о вязании. И в этом видео я хочу показать вам еще одну идею, еще один мотив из остатков пряжи. У меня в остатках два цвета, один такой ярко-фиолетовый, другой бледно-розовый. Это 2-миллиметровый шнур Карамель Бэйби от пряжи Центр. Его я обычно вяжу крючком 3 миллиметра. В этом видео я буду опять вязать методом Helix, но на этот раз мы будем делать не круг, а квадрат. Делаю магическую петлю, поворачиваю нить вокруг пальцев, вставляю крючок в петлю, подхватываю рабочую нить и затягиваю петлю. Вот так. Делаю одну воздушную петлю и в магическую петлю добавляю еще 2 столбика без накида. Раз и 2. Дальше магическую петлю затягиваю. Вытаскиваю немножко рабочую петлю, чтобы она никуда не делась, и перехожу к вязанию другим цветом. Беру розовую пряжу, вставляю крючок в магическую петлю, подхватываю розовую нить, делаю опять первую воздушную петлю подъема. И дальше опять в магическую петлю добавляю 2 столбика без накида. Раз, 2. Итого получается 6 петель из круга. Так, здесь ниточки все подтягиваю. Это будет первый ряд начала вязания. Я буду вязать квадрат, но квадрат вяжется сначала из круга. Итак, перехожу к вязанию второго ряда. Продолжаю вязать розовой ниткой, потому что сейчас она у меня на крючке. Вставляю крючок в воздушную петлю предыдущего ряда и делаю в эту петлю 2 столбика без накида. Раз, 2. Это была фиолетовая воздушная петля подъема на новый ряд. В каждую фиолетовую петлю я сделаю по 2 столбика без накида. 2 сделала, еще 2 раза повторяю. Да? Дальше под обе дужки вот так. Раз, 2. И еще раз. Снова. Раз, 2. Половина второго ряда связана розовой ниткой, а вторая половина второго ряда будет вязаться фиолетовой ниткой. Итак, опять теперь вставляю крючок в петлю подъема розового цвета и снова делаю 2 петли. Раз, 2. Дальше под обе дужки вот так. И снова. Раз, 2. И третий раз фиолетовым цветом. Раз и 2. Получается теперь, что во втором ряду мы связали 6 петель розовых и 6 петель фиолетовых. И на этом второй ряд закончен. Итак, с третьего ряда я начну делать квадрат. Для удобства разметки я повесила маркер на последнюю петлю фиолетовую и маркер на последнюю розовую петлю, для того, чтобы обозначить конец участка, который вяжется разными цветами. Фиолетовой ниткой я буду вязать строго по розовым петлям, а розовой ниткой я буду вязать строго по фиолетовым петлям и никак иначе. Итак, сейчас в круге у меня 12 петель. Делать я буду квадрат. 12 делить на 4, потому что у квадрата 4 стороны будет равно 3. То есть в каждую третью петлю этого ряда я делаю уголочек. Угол — это 3 петли в одну точку. Раз столбик без накида. 2 столбик без накида. И вот она, третья точка. Сюда мы делаем уголок. То есть 3 столбика без накида. Раз, 2 и 3. И повторяем это еще один раз. Опять. Раз. В следующую точку 2. И оказываюсь у последней розовой петли. Как раз сюда и должен
пройтись уголочек, да, и сюда, значит, делаю 3 столбика без накида. И 1, и 2, и 3. Вытаскиваю фиолетовую нить, чтобы она не упала. И теперь вяжу розовой ниткой. Розовой ниткой я вяжу все то же самое. Конец раппорта, конец ряда розового будет обозначен вот этим маркером, да? То есть снова делаю 2 одиночных столбика, делаю 1 и делаю 2. В следующую точку делаю уголочек, то есть 3 столбика в одну точку. 1, 2, 3. И снова повторяю этот мотив. 1, 2. И вот последняя точка, видите, под ней висит маркер. И сюда делаю 4-й уголочек. 1, 2, 3. Немножко вытаскиваю розовую петлю и перевешиваю маркеры. Если вы только начинаете вязать, то рекомендую использовать вот такие маркеры для того, чтобы отмечать нужную петлю. Всегда вешаю в этом мотиве маркер на последнюю петлю каждого цвета. Вот так. И дальше вот продолжу, например, вязать фиолетовым цветом. Следующий ряд это уже 4-й. Здесь ориентироваться будет проще. Вот он угол, у него есть серединка. Здесь 3 петли в углу, и вот у угла есть центральная, да? И в этом углу все то же самое. То есть просто вяжу по прямой части, а в серединку, в центр угла делаю 3 петли, как в обычном квадрате. И так вяжу фиолетовым цветом. Здесь получается 1, 2, 3. И я оказываюсь у центральной петли, да? То есть 3 одиночных петли и дальше угол. 3 петли в одну точку. 1, 2, 3. И теперь другая сторона. Снова одиночные петли. 1, 2, 3, 4. И оказываюсь у угла, то есть 3 петли в одну точку. 1, 2, 3. И вот последняя еще розовая петля, в нее делаю 1 столбик. Вытаскиваю немного фиолетовую петлю и перехожу к вязанию розовой ниткой. Розовой ниткой повторяю все то же самое до петли, отмеченной маркером. Снова по одной петле до угла. 1, 2, 3. В уголочек делаю 3 петли. 1, 2, 3. Опять по одной петле до следующего угла. 1, 2, 3. Здесь будет 4 одиночных петли, да? Вот она, 4-я. И опять оказываюсь у угла. Угол это всегда центр из 3 петель. 1, 2, 3. И еще нужно провязать одну петлю, одну одиночную петлю для завершения мотива. Снова немножко вытаскиваю последние петли и перевешиваю маркеры на следующий ряд. Так, и вот еще один маркер перевешиваю. Ну и перехожу опять к вязанию, допустим, фиолетовым цветом. С какого цвета начинать не принципиально, можно начинать с любого. И это будет уже 5-й ряд. Опять, здесь принцип всегда будет очень простой, будет лишь от ряда к ряду увеличиваться вот это количество одиночных столбиков без накида. А в уголочек всегда мы делаем 3. Итак, вяжу одиночные петли. 1, 2, 3. Их теперь 4 в начале.
Дальше уголок. Раз, два, три. Дальше опять одиночные петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот он, уголочек, куда я делаю 3 петли. Раз, два, три. И заканчиваю этот ряд до конца розовых петель. Раз, два. Фиолетовую нитку откладываю и перехожу к вязанию розовой ниткой. Здесь делаю все то же самое. Итак, сначала до угла по одной петле. Раз, два, три, четыре. В уголочек 3 петли в одну точку. Раз, два, три. Дальше опять прямая часть до следующего угла. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот опять он угол. Сюда делаю 3 петли в одну точку. Раз, два, три. И еще 2 петли до конца ряда. Да? Ряд заканчивается, получается, вот в этой точке. И таким образом работать можно на любую величину квадрата. Главное соблюдать принцип, перевешивать каждый раз маркеры, ну, либо уже просто начинать считать петли, да, и в уголочек делаем по 3 петли, да, в уголочек по 3 петли. Розовая нить всегда вяжет по фиолетовой, фиолетовая нить всегда вяжет по розовой. Розовая никогда не будет вязать по розовым петлям, а фиолетовая, соответственно, никогда не будет вязать по фиолетовым петлям. Провязала я мотив побольше, и посмотрите, что получается. Обратная сторона, здесь тоже все очень красиво. Вот она спираль, розовый цвет накрывает фиолетовый, а фиолетовый накрывает розовый. И такими квадратами, как мне кажется, можно связать все что угодно. Можно сделать сумку, можно сделать плед или одеяло, можно связать несколько таких мотивов, пристроить туда все остатки разной пряжи и, допустим, связать один большой плед, да, из таких мотивов. Универсальный и очень эффектный прием, метод вязания и мотив. Как я бы закончила этот квадрат? Вот розовая нить у меня, она закончилась почти. Я остановилась у маркера. Маркер обозначал, напоминаю вам, конец вязания одним цветом и конец вязания другим цветом, то есть ряд. Начало и конец ряда. Довяжу розовым цветом по фиолетовым петлям до уголка, чтобы конец ряда не пришелся на середину стороны. Мне кажется, это не очень красиво, а вот если я довяжу до угла, то как-то будет более гармонично. Итак, я довязываю до угла. Делаю обычные столбики без накидов, по одному в каждую точку, ну, точно так же, как я вязала предыдущие стеночки, да. Так, еще одна петля, еще одна, и оказываюсь вот как раз у центральной петли от угла, у фиолетовой. Вытаскиваю розовую нить и здесь, чтобы не образовалась ступенька, сомкну ряд с помощью протяжки, да. Одну петлю отступаю, это как раз центральная из угла предыдущего ряда, вставляю крючок с изнанки на лицо под следующую, увожу нитку на изнанку, так, допустим, и возвращаю в последний столбик. Вот.
И смотрите, ступеньки не образуются. Вот она сторона, которая довязана до угла, да, а вот эта сторона как бы у меня еще не доделана. Ну, то есть вот такой получается мотив, и мне нравится, что он заканчивается прямо в уголочке. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то не забывайте про свои лайки, подписывайтесь на канал, а также задавайте вопросы в комментариях. Спасибо за внимание. Пока-пока. И я совсем забыла сказать, что у меня на канале уже есть таким методом Helix связанный круг. И я думаю, что вам тоже будет очень интересно посмотреть это видео и связать такую спираль по кругу. Ссылку на него, конечно же, оставлю внизу под видео, либо вот здесь по подсказке.